Привет, друзья! Это популярная советология и, в общем-то, любимый мой раздел нашей видеоэпопеи – это ответы на ваши вопросы. Вопросов приходит очень много, и вопросов, и комментариев. Мне нравится их читать, и не скрою, нравится на них отвечать тоже. Сегодня я буду отвечать на вопросы по двум прошедшим темам. Тема номер 10 – это транспорт, и тема номер 11 – блат и взятки. Итак, начнем с транспорта. Сразу первый же комментарий очень и очень содержательный. В 70-е, 80-е годы автопарк Минска в большинстве своем состоял из автобусов «Икарус». Естественно, что в те годы ни о каких кондиционерах речи не шло, и вентиляция салона осуществлялась сдвижными форточками на окнах и подъемными люками в крыше. Я долго не мог понять, почему в них алюминиевые направляющие форточек были погнуты, а у люков отсутствовали ручки. В летнюю жару автобус превращался в сущее пекло. Позже мне объяснили, что по приезду с маршрута в парк водитель обязан был пройти по автобусу и позакрывать все люки и форточки на случай дождя. А так как эта ежедневная процедура была в тягость уставшему гегемону, то быстро нашлось решение проблемы. Легкий удар молотком по алюминиевым направляющим делал невозможным открытие форточки, а снятая с люка ручка не давала возможности его откинуть. И похрен, что люди в салоне буквально изнывали от духоты. В кабине водителя окно открывалось без проблем. Да, спасибо, отличное наблюдение. Не знал. Поехали дальше. Ну, тут есть некоторые вопросы не по теме. Я на них попробую ответить в субботнем стриме. Скажем, про песню «Я подарил тебе весну» с трибьюта Дюши Романова. Дальше предлагают тему «Отдых в СССР. Где и как?». Сделаю такую серию про отдых в СССР, где и как, обещаю. Тут тоже интересная история от человека, который ездил в Питер в купе СВ за 10 рублей, естественно, без билета, просто десятку давал проводнику, и при этом, что мне больше всего понравилось, подсаживали его в купе СВ, в двухместное, то есть купе, только к дамам. Я, к сожалению, может быть, или к счастью, я такой услуги ничего не знал. Но я, в принципе, парень разборчивый, поэтому, думаю, не всякая бы дама мне понравилась. Ну, в общем, интересно, мне понравилась эта история. Спрашивают про киножурнал «Фитиль». Не знаю, я редко видел этот самый журнал «Фитиль». Был такой сатирический журнал под названием «Фитиль», и он был короткий и демонстрировался в качестве, такой вот заставочки перед художественными фильмами. Имел он сатирический, так сказать, характер, высмеивались отдельные недостатки в советской жизни, что, в общем-то, естественно, должна же была быть сатира, естественно, в общем-то, не все в Советском Союзе было идеально, но недостатки там были все такие сугубо декоративного, скажем так, плана. Никогда я в этом журнале не участвовал, сюжетов к нему не писал, да и видел-то этих журналов довольно немного. Про электричку Москва-Петушки пишет Чулымский, что больше 30 или 40 копеек стоил проезд от Москвы до Петушков. Предполагается, что это было где-то руб 50, но руб 50 это был практически максимум. А там еще за Петушками были, по-моему, остановки, если я правильно помню, конечно. Я согласен, конечно, не 30 копеек, а побольше. Много комментариев по поводу автоматов с газированной водой. Я там, по-видимому, я не пересматривал, по-видимому, я там как-то оговорился, что-то не совсем то сказал. Могу сказать то, что я хотел сказать, но, возможно, допустил ошибочку. Значит, вот эти самые автоматы, которые на самом деле были абсолютно повсюду, эти автоматы, там стоял стакан, обычно один, изредка два. Была такая штучка для омовения этих стаканов, нужно было его перевернуть, так вот нажать
вот, брызгала вода, и, значит, смывались следы предыдущего употреблявшего воду. Потом вы ставили этот стакан под крантик. Если вы бросали 1 копейку, то шла газировка без сиропа. Если монетку в 3 копейки, была такая монетка, то это была газировка с сиропом. Вот это вот все, что я могу сказать по поводу минеральной воды. Некоторые комментарии без вопросов, но, как мне кажется, очень, очень заслуживающие того, чтобы их обнародовать. Болд Титан пишет: рассказ хороший, но надо заметить, что у столичного жителя взгляд своеобразный. Поезда, ходившие из Москвы в Ленинград и столицы республик, были относительно приличными и могли нравиться. Но разве же это дальнее следование? Вот Владивосток, это да, 7 суток. Было много поездов, ходивших мимо столицы, и они заметно отличались от московских. Особенно яркие впечатления на центральноазиатских маршрутах. Там дешевизна билетов и игнорирование правил проводниками создавали характерную среду. Конечно, не настолько безбашенную, как в Индии, но в этом роде. Насчет бензина. Надо знать, что цена была весьма условным числом. Тот период, который я застал, бензин отпускали только по талонам. Это не такие талоны, которые нормируют потребление, а просто чтобы на заправках не было налички. Система была ориентирована не на частного водителя, а на профессионала, работающего на предприятии, и вот ему давали талоны, чтобы он заправлял государственные грузовики или автобус. При этом нормы расхода топлива были с запасом, так что у профессиональных водителей всегда был избыток топлива, который они и монетизировали. Кстати, это и до недавних пор процветало, в чем все могли убедиться, заметив по обочинам дорог объявление «Куплю дизельное топливо». Снабжение в Советском Союзе. У нас в деревне Вологодской в магазине стоял коньяк «Мартель». Помню, сигары кубинские по рублю. Импорт выплывал иногда. Отец говорил, у них был весь магазин завален скотчем белой лошадью. Стоил он 6,20. И это на самом деле так, потому что каким-то странным образом, я уже не знаю, там, по-видимому, по бартеру, потому что я не думаю, что за это деньги какие-то платили, но в Советский Союз иногда приходили всякие неожиданные товары, в основном как раз из области алкоголя. Коньяк «Мартель», могу сказать, что коньяк «Карвуазье» тоже можно было купить. Какие-то сорта виски, это уж совсем что-то было экзотическое для советского человека. Вот тут вот речь идет о белой лошади, а я помню там Тичерс, еще какие-то вискари шотландские. И они действительно стояли в сельпо, в каких-то совершенно, значит, захудалых, отдаленных сельских магазинах. И когда с друзьями мы проезжали эти сельпо, то время от времени отоваривались там даже целыми, ну, не ящиками, но пачками, значит, этих самых редких западных импортных напитков. Почему они там были? По простейшей причине. Но почему они туда попадали, я не знаю. Но они там стояли действительно подолгу, их там можно было купить, в отличие от Москвы и Ленинграда, потому что они очень дорого стоили. То есть вот виски «Белая лошадь», как сейчас нам сообщили, стоило 6,20. При том, что самый дорогой советский коньяк стоил там 4 с чем-то. Водка стоила, ну, естественно, там или 2,87, или 3,12. За 6,20 сельские жители, да в Вологодской области, да хоть даже и во Владимирской, они просто не могли этого дела купить. Так что вот, такая была интересная тоже история в Советском Союзе. Из блатного выпуска тоже есть некоторое количество вопросов. Некоторые, правда, не имеют отношения к блату. Скажем, любили ли вы смотреть диафильмы? Ну, диафильмы — это вообще была такая штука. Я их смотрел только в детском саду, ну и, может быть, где-то в начальных классах школы. То есть это такое вот слайд-шоу, типа слайд-шоу, как это, значит, было до всяких слайдов и до всяких шоу. То есть был такой проектор, который был направлен на экран, ну или, скажем, просто на светлую стенку. Вот, и там надо было крутить, значит, эту самую пленочку и
шли эти диафильмы. Обычно это было, что-то вроде мультфильмов, но если в мультфильмах картинки двигались, то в диафильмах это были такие застывшие картинки, но там все было по сюжету. Не помню, любил ли я смотреть диафильмы, вообще как-то так не сильно диафильмы запали мне в душу, прямо скажем. По теме Ксения Хелл спрашивает, а были ли неподкупные люди в Советском Союзе? Естественно, неподкупные люди были, или, может быть, цены их не устраивали, но, в общем-то, это было исключение. Если бы по блату, за деньги сверху и так далее, надо было покупать что-нибудь там очень редко, из ряда вон выдающееся и так далее, то, может быть, люди бы от этого и отказывались. Но по блату, как правило, люди доставали, в общем-то, действительно необходимые, очень нужные им вещи. Поэтому они готовы были давать взятки, и, в общем-то, мало кто от этого дела отказывался. То есть, если были неподкупные, то, я, по крайней мере, таких не встречал. Хороший монолог К.С. Геника. Блат был настолько всеобъемлющим, что эта тема прорывалась на экраны телевидения и кино, несмотря на жесткую цензуру. Один монолог «Дюфсит» в исполнении великого Аркадия Райкина чего стоит. Были еще и художественные фильмы, например, «Блондинка за углом», «Ты мне, я тебе», «Инспектор ГАИ» и другие. Правда, там все показано в очень приглаженном виде, и обязательно присутствует положительный герой, который противостоит коррупции или хотя бы ее осуждает. В жизни, конечно, все не так красиво было, но, тем не менее, представить себе масштабы этого явления вполне можно. Да, в общем-то, так оно и есть. Тут был вопрос про журнал «Фитиль», как раз в сатирическом журнале «Фитиль», естественно, там невозможно было высказываться на какие-то действительно фундаментальные, острые политические темы. Но об отдельных недостатках в виде того, что там сотрудники ГАИ взятку берут, тем более, что все об этом знают. Об этом как раз в «Фитиле» обычно речь и заходила. Дальше заявка пошла рассказать о жизни ЛГБТ в СССР. Да, я думаю, имеет смысл это сделать, но я прямо скажу, что, конечно, тема ЛГБТ в СССР стояла далеко не так остро, как в нынешней Российской Федерации. Тем не менее, да, разумеется, расскажу, что смогу. Я сказал, что никогда не слышал о блатных детских садах. Тут осведомленные слушатели пишут, что были блатные детские сады, причем даже не только в Москве, но и там, по-моему, идет речь о городе то ли Мурманске, то ли Архангельске. То есть был специальный детсад, куда детей привозили, на машинах, «Волгах» обычно, где все было очень красиво, вкусная кормежка и все такое прочее. Но я в такой детсад не ходил и, честно говоря, об этом ничего не знаю. То есть очень рад, что массу всяких интересных, новых для меня даже, пожившего в СССР вещей я узнаю из ваших комментариев. Спасибо большое. Большущее спасибо. Так, еще одно хорошее письмо. Да, пожалуй, советский блат – это основа того, почему бывшие советские люди скучают по СССР. В этом было относительное равноправие. Брать взятки могло большое количество профессий. И шиковали по-советски, конечно. А сейчас жуткое неравноправие. Взятки стали в 1000 раз больше, но возможность их взять у меньшего количества людей. Обидно, конечно, никакого социального равенства. Но это, в принципе, вообще такая большая и серьезная тема. Я с вами полностью согласен, что люди, в общем-то, скучают поэтому, потому что блат действительно людей уравнивал. И люди действительно находились на самых разных социальных ступенях.
То есть это могли быть и продавцы, и сантехники, кто угодно. А взятки им давали всякие народные артисты, полковники. И в этом действительно была какая-то такая очень странная советская справедливость, по которой, я думаю, люди действительно могут ностальгировать. Человек с ником Артем Агент пишет про меня: врет как свидетель. В технических вузах сочинения оценивались зачет, не зачет. Это вы врете, потому что сочинения везде оценивались отметками. Я не знаю, может быть, были такие вузы, где за сочинение отметки не ставили. Вот. Но я, когда сдавал вступительные экзамены в свой вуз, Московский экономико-статистический институт, вот там вот как раз отметки ставились. Правда, это был не совсем технический институт, он был все-таки экономический в большей степени, но я не вру. Вот, так что смотрите, будете писать всякое хамство. Я вообще, в принципе, суперлиберальный модератор и ведущий, но если будет хамство, тем более сопряженное там с каким-нибудь там матом, враньем и так далее, вот, буду вас блокировать. Ну, естественно, отвечать на хамски поставленные вопросы тоже не буду. К счастью, их почти нет. Всем спасибо большое. До скорой встречи на волне популярной советологии. Пока счастливо, не болейте, не замерзайте.